космонавты. Макс, как твой боевой дух? Зашкаливает? Вообще. Думаешь, нахрен мне это надо? Завтра запуск. И в чем проблема? В том, что там летает патрульный вертолет над космодромом. Вертолет. Вертолет. Понимаете, вертолет патрулирует территорию космодрома, а мы собираемся сюда нелегально проникать. Мне придется закрыть на рюкзаке эти желтую фигню, чтобы нас не спалили. Закрою. Взяли с собой компас на случай экстренной ситуации. Вот. Чтобы, если у нас сядут гаджеты, чтобы определять направление. Сейчас компас нужно ровно положить, определить север. И нам нужно определить азимут. И определить направление движения, держаться азимута. Не так уж сильно верится, что мы сможем дойти, потому что, ну, в смысле, 30 километров, понятно, немного. Но там нужно еще пролезть, все дела. Но в чем проблема? Ты вот смотришь вокруг, и ничего нету, одна степь. И такой думаешь, да... Два таких пятна идут. Да, и только мы здесь, только мы идем, больше ничего нет. Спасибо. Хаваем витаминки. Надо всегда быть в тонусе. Да, впереди виднеется строение. Ого, тут даже матрас есть. Да? Охренеть. Но тут особо не заночуешь, а тут печка. Да, но дров нету. Дров нет, они с собой, наверное, привозят. Вот тут если натопить, нормально будет. Вот, Макс, если будем с тобой помирать, то какую-нибудь такую хижину, если найдем, то есть шанс выжить. Ну да. Надо проветриться. Че, Макс, чайку попьем? Я думаю, да. Как раз небольшой отдых. Ух. Прямо чувствуется, что мокро. Влажные вещи, их тяжелее высушить на холоде. И потом мы можем замерзать за этого. Чаек? Да. Просто замечательно. Была отличная идея, Макс, взять чайку. Да легко. Слушай, вот так мокренький постоял, я тебе скажу, холодно. Все местные такие очкуны, типа вообще не таксист, никто. Мы говорим, тебе заплатим, подбрось нас в степь поближе, чтобы идти было меньше. Ни хрена. Все очкуют, все боятся ФСБ, прям вообще очень сильно. Мы только что шли, и на горизонте постоянно было две точки в степи. Сейчас мы подошли ближе, увидели эти точки, начали отдаляться друг от друга довольно быстро и ушли за горизонт. Мы думали, это животные, но это слишком крупная штука для животных, так что, скорее всего, это было два автомобиля, если у них были бинокли. То есть просто автомобили случайно здесь не будут ездить. Скорее всего, это патруль. И если у них были бинокли, они могли нас рассмотреть. Нашли здесь такую дорогу, очень хорошо накатанная, прямо посреди степи. И патрульные машины, которые мы видели раньше, по-прежнему там ездят. И только что мы близко довольно заметили, даже их сначала непонятно, спалились мы им или нет. Вот, такие дела. Но они к нам не подъезжают, не знаю, может, они решили нас помучить. На измор. Да. Еще 22 километра, это до хера. Конечно. Пока что только 8 прошли, да? Да. Что у нас там, тульский пряник? Да, давай тульского бомбанем.
Главное ночью не замерзнуть. Сейчас мы просто немножко можем подпотеть. Ого. Чё смотри, это животные. Где? Вон. Смотри, сколько их. А, да, целое стадо. Верблюды, походу. Да, вкусненько. Ага, спасибо. На природе вообще очень хорошо все такое-то подпевать. Да, заходит неплохо чаек на холоде. Да. По-прежнему нас преследуют наши прекрасные ФСБшники. Или непонятно кто. Но они нас не особо преследуют, потому что, наверное, еще не заметили, по крайней мере. Вон они там стоят, точки такие. Километра 3 до них, может быть 4. Впереди мы опять зашли на возвышение такое в степи. Да, в степи бывают возвышения. И опять открылось 17-этажное здание. Стенд динамических испытаний, который служит нам ориентиром. Вот, и мы все правильно шли, оно было скрыто. Мы шли по компасу, смотрели, все правильно, держим путь. Стемнеет примерно часа через 3. Каждый палец это 30 минут. То Да? есть, по идее, через 2 часа стемнеет. Через 2 даже уже. Но назад дороги уже нет. Конечно, мы еще не дошли до точки невозврата, потому что это должно быть как минимум 15 километров, мы всего лишь 8. Вот, но потом уже, когда потемнеет, наверное, проще все же идти туда, вперед, чем назад. Сейчас стемнеет, ночь нас укроет, спрячет нас от зорких глаз ФСБ России, внутренней охраны космодрома. И будет впереди, по данным, взятым из интернета, ров. И будут прожектора очень мощные, которые отбрасывают, они так установлены, что отбрасывают огромные тени. Вот, и нам нужно будет как-то там пройти. Возможно, нам не по прямой придется, вот как мы сейчас идем, а взять левее и с другой стороны заходить, то есть обойти немножко периметр. По идее, у нас после потемнения еще будет, наверное, часа 3-4 до опускания температуры. Но пока я скажу, что, ребята, даже не страшно и ночью ночевать в таких условиях. Как будто реально идем по Марсу. Припорошено снежком. Угу. Что? В ней льдинки, по-моему, было только что. Может быть. Здесь, когда ветер не дует, так тихо и спокойно. Мы завтра будем, а даже вот мы уже здесь находимся, в 15 километров от того места, где первый человек полетел в открытый космос. Разве это не удивительно? Это просто шикарнейше. Воспринимать и понимать, сколько мысли человеческой получено в тех объектах. Мы запускаем людей на орбиту и в эту вселенную. Это ж круто! Ух, нихуя себе! А все равно, видишь, ветер дует. Это что? Гречка? Ну да. Может, Греем. её приоткрыть надо? Больше? Не, А, банку, да. банку А то она взорвется. Хорошо, что мы взяли 2 баллона. Мы находимся в открытом совершенно пространстве, но здесь ветер утих. Мы, видимо, немножко в низину сошли. Ничто не радует так, как вкусная горячая еда. Ее, наверное, помешивать надо. Мы начинаем немножко терпеть фиаско, потому что оказалось, что гречка, она не такая, как мы думали. И нужно туда добавлять воды, чтобы ее готовить. Просто добавь воды. И Ну это то, что мы придумали, да. Чтобы лишний раз не тратить газ, вот так 2 банки положили на горелку. Уже пахнет вкусно. А как говорил Дан Хубер, он говорил: отпусти. Ну она подгорела. Но, Подгорел. ну как бы в реальности все оказывается не так, как в твоих фантазиях обычно. Ну ладно, сойдет. Хаваем. Да не надо увеличивать, нормально так.
Мне кажется, ли что-то как-то мало пламени? Ну как-то да. Думаешь, пизда баллону? Это будет фиаско. Это что, это похоже на фиаско. Ты знаешь, что на морозе с газом происходит? Ну да. Это похоже на фиаско немного. Ориентиры практически утеряны. Что-то непонятно, куда-то пропали. Они даже свет с космодрома не видно. Может, они экономят? Только там, ну это туда еще фигачить. А это, наверное, Байконур там светится, кстати. Это город, да, там 30, наверное, идти. Мы недалеко от дороги лежим. В степи легли, там машина едет. Прямо она проезжает. Вот эта точка, это огромный прожектор. И он высвечивает всю степь, короче. Мы только что его обходили очень жестко вокруг. Ползли там чуть ли не ползком, точнее. Чуть ли ползли ползком по степи. Вот по развалинам, спрятались в развалинах. И там такая будка и, короче, 2 наблюдателя. Так, мы засели в окопе в местном, прячемся. Осталось 5 километров. И нам, короче, вот так вот нужно обойти посты охраны по кругу. Но тут оказалось намного больше охраны, чем мы думали. Точнее, вот здесь, короче, оказалось прямо напротив нас заграждение световое. И там сидит у сторожки чуваки. Короче, думаю, нас еще будет ждать сюрпризы. Наше расстояние увеличивается с 4 километров до 7 примерно пока что. 7 минут можно идти, если какие-то развалины старые, где были здания, тут все изрыто. И я включил красный фонарик свой, который специально взял, чтобы не палиться. Но как бы все равно как-то немного темновато. Тут пипец, вот такие хрени, от которой в темноте их вообще не видно, луны нет, ничего нет. Очень темно. Это жопа. Надеюсь, нас не заметят. Спустимся? Давай. Пиздец. Сука. Блять, вот так можно испалиться. Тебе видно, Макс? Тут дорога какая-то. Осталось примерно 3 километра. Фу, 6. Короче, что я могу сказать? Пока что мы обошли 2 поста охраны, которые прожекторами высвечивают степь. В степь прямо светят огромными мощными там пункты. Такие, где чуваки сидят. Вот, мы наконец-то в ночи нашли наш главный ориентир. Он наконец-то показался в ночи, его трудно достаточно заметить. Ну вот, с расстояния 3 километра мы его только заметили. Сейчас идем. Сели тут отдохнуть. Садишься через 4 минуты, примерно 5 минут. Короче, начинаешь замерзать. Идти так тяжело, потому что ночью ни хрена не видно, а еще там эти развалины, постоянно спотыкаешься, там какие-то проволоки натыкаешься, ноги просто отваливаются. Надо теперь как бы на неделю брать каникулы. Как идти обратно, честно я вам скажу, пока что очень сложно даже представить это. Сука. Со мной случилось происшествие. Мы шли, там развалины, много руин. Я наступил на эту. На фанеру, там гвоздь торчал, я себе ногу пробил, короче, у меня кровь там в ботинок идет немного. Ну, наверное, уже это свернулось и все нормально. Прибыли на место к ангару. Это прошел пиздец как сложно, это был пиздец как сложно. Я думаю, что надо идти спать. Ты вообще в состоянии приготовиться ко сну? Есть силы какие-нибудь? Думаю, как-нибудь справлюсь. Я тоже постараюсь, потому что... Но усталость такая, что болит все. Шнурки развязали. Шнурки развязались. Да похрен вот так. Мы внутри ангара. Такой пол. Блять. Макс
мы сейчас выйдем к буранам. Охуеть. Мы в ангаре, сука. Сука. Охереть. Вот он, красавчик. Ни хера не видно, но он здесь. Здесь поставили палатку. Я уже разложил спальники. Вот здесь у нас даже полки есть. Макс делает чай. Делает чаями, чаевничаем. Если мы сейчас не попьем, очень хочется пить, а вода замерзла. Это, наверное, один из самых жестких вылазов вообще ever, который я когда-либо совершал. Зима очень сильно добавляет проблемы. Как заходит, Макс? О, божественно. Праздник нам приходит и не с Кока-Колой. Спасибо. О, Господи, спасибо, Макс. Не забудь пластырь взять с собой. Если будем замерзать, нас согреют пластыри. Да, у нас есть пластыри, которые при контакте с воздухом начинают греть. Шпар такой идет. Жестко, жестко. Мы так вообще сюда проходили только что, это было вообще жесть. Несколько заборов, рвы, канавы. Мы ползли ползком с Максом. Охренеть просто. Макс, с кем ты еще ползком ползал? Да. Я больше с тобой никуда не пойду. Макс, я тебе больше скажу, нужно еще выбраться отсюда будет. Потому что это жесть. Вылезать с утра было очень сильно неохота, потому что на этот адский холод палатка вся в конденсате, этот конденсат начал замораживаться. У нас замерзла вода, замерзли все консервы, газ еле-еле идет, потому что он тоже от холода замерз. Короче, непонятно, как мы будем хавать сейчас, но, тем не менее, мы можем наблюдать отсюда, иди, Макс. Что мы находимся в огромном ангаре, где стоит космический корабль. Сегодня запуск спутника в космос, и мы постараемся его тоже посмотреть. Вот он, второй. Сейчас попробую вот здесь вот так по стойке забраться наверх, в ту дырку, в двигательный отсек и уже зайти, так пролезть в кабину, короче. Там вообще пространства много? Не очень. Тут узко. Лезем в недра космического корабля. У-ху-ху. Кто-то такой херню делал еще? Нет. Он, наверное, делал. Пахнет Чем? Космическим кораблем? механиком. Полетели, Макс. Это уже серьезнее, чем яхта, да? Мы в машинном отделении космического корабля. Охрененно. Это же вот этот отсек, который должен был быть, по идее, в открытом космосе. Открываются верхние крышки и все. Да. Офигенно. Внизу такая шняга. Смотри, да, мы пришли к настоящему модулю. Ёбана. И как его открывать? Макс,
Реально космический корабль. Офигенно. Чё, кто первый? Ну давай ты же первый зашел сюда. Ты прямо как настоящий космонавт. Смотри. Только они в невесомости это делают. Охренеть. Офигеть, тут всяких деталек, да хрена. Смотри, всякие ручушки, тут все что-то. Это же вообще мечта для любого ребенка. А вот он и вход, только где кабина? Здесь сверху должна быть. А, наверное, нам наверх надо туда полезть. Уже. Они должны пролазить. Вот он вход. Везде поручни. Сверху тут дыра. Просто осознание, что это, что я могу летать космический корабль. Что это могу летать? Датчики управления. А это кресло пилотов. Макс, давай в кресло пилотов. Я нахожусь в кресле космического корабля «Буран». И сейчас мы наконец-то покидаем Землю, отрываемся и улетаем в открытый космос. Впрочем-то, как и всегда мы делаем. Заводим двигатель первой ступени. К сожалению, у нас нет авторизованного доступа, поэтому нам придется угнать этот космический корабль. Вот я отрезал проводки. Мы сейчас их соединим между собой. Сейчас заведем двигатели. Первая передача пошла. Блять, Макс, мы взлетаем. Нихуя себе, вот это перегрузки. Вот мы и вышли в открытый космос, друзья. Охуеть. Да, забыла уборщица окна помыть. Черт. Это и минус. Слушай, ну это тоже так подумать, да, но почему так закрыли? То есть не было целесообразно. Сначала письками мерились, а потом в итоге решили, да нахер нужно, откажемся и все. Выбахали столько денег, труда. Ну туда же не Всё. было такого. Ну, может быть, ладно, и были там эти же откаты, и был вопрос в том, что люди могли на этом заработать. Но, блин, тогда же была такая идеология, и все пошло по пизде. Как-то обидно. Да. Сегодня 3 декабря, кстати. Да. Через час где-то запуск корабля в космос будет на соседней площадке. В 3 километрах от нас будет запускать космический корабль в космос. А видишь, какие-то самые ценные вещи, я так понимаю, что поснимали уже. Угу. Потому Я, знаешь, я себя в этом ангаре, короче, чувствую где-то в нереальности. Потому что он такой, типа космические корабли. Как будто, знаешь, Степь. это реально вот именно игра Fallout, да, вот ты после там 100 или там 300 лет прийти сюда. Только это было всего лишь там каких-то 50-60 лет назад, даже может и меньше. И уже такая разруха, да? Ну как? А он, блин, в 3 или 5 километрах настоящий космодром. Почему мы такие? Не понять. Ох, и ва. Мы космонавты. Только мы никуда не улетаем с планеты Земля. Знаешь что, Илья? А, Мне обидно. почему? Мне обидно, что столько умов, столько возможностей, такой был потенциал, и фактически его убили. Ну, есть такое, да. Да. Что, спускаться будем с крыла? Ну пойдем туда, как обычно. Херять тут постапокалипсис. А чего тогда? Да. Внутри инженерный стол, класс. Смотри, сколько бумаги. Мы можем из нее сделать кипятильник и воду Да. подогреть.
Вопрос, на что они все это не оставили. Документы такие. Да. Чертежи. Станционная, что там? Охереть, да, реально дофига документов. Слушай, мы можем на этой бумаге подогреть себе чай. Точка, да. Ну, вот. Я чувствую себя в каком-то фильме постапокалиптическом. Точно, все погибли, а мы остались. Да. Смотри, там он тоже свет. Ого, смотри, как. Нихера себе, что это? Ключ на стол. На 100? Давай памятник возьмем, на память возьмем себе. Ага, я не потащу эту херню. Вот такой вид отсюда. Открывается открытый космос. Степь. Охереть, да? Да, вообще. Эмоции просто вот кажется, ну как так? То есть, ну, все через жопу. Пиздец. Столько технологий, все это зря. Мы вчера шли ночью по космодрому, и что мы видели? Много развалин, все разрушено, перекопано, все в полная разруха, полная. И я не знаю, чтобы один из главных космодромов мира находился в таком ужасном состоянии, это нужно постараться. Мы видели, конечно, там ангары новые, огромные, типа офигеть крутые, но вот это все то, что осталось от советского наследия, это пыль. Ставили газовый баллон новый, второй. На холоде давление уменьшается. В этом пока нормальное, поэтому нормально горит. Как классно, когда у тебя есть горячая вода и огонь. И вообще есть, когда вода. Мы только и делаем, что чай пьем, на самом деле нет. Ничего, да, все. Ну как? Ну, горячий чай, это что нужно. Может быть, сладкого чая откроем? Вопрос? Я уже подготовился. Угощайтесь. Немного натер ногу вчера вечером, а ночью не хотел уже ничего делать. Если что-то трет, то останавливайтесь, сразу лепите пластырь. А учитывая, что 30 еще километров пути по степи, это вам мне плохо сыграет шутку. Точно самый верх? Да, наверное. Дошли до самой крыши ангара. Внизу стоят наши любимые космические корабли. И сейчас мы ищем место, откуда нам наблюдать старт ракеты. Осторожно иди здесь, а здесь очень, мне кажется, все хрупкое уже. Сука. Скрипит пиздец. Ты пойдешь? Нет, нахрена. Все покоцанное такое. Ладно, Макс, я возвращаюсь. Слышишь, а может тут на крышу поднимемся? Мы выбрались на крышу. Там уже гагаринский старт. Там уже стоит ракета. И где-то минут через 20, 25, может 30 будет запуск. Охереть, запуск ракеты, запуск ракеты. Давай, детка, давай, давай. Охренеть, охренеть. Охренеть, охренеть. Макс, это нечто, охереть. Давай, полетел. Пошел. Охренеть, я охереваю, Макс. Ебать. Полетели. Давайте, ребята, удачи вам! Ебанитесь там. Охереть. Охренеть вообще. Вот это видок. Кто-то полетел в космос. Какая мощь там, ты представляешь? Он прямо сейчас чувствуется. Да. Блин, я охреневаю, Макс. Такое увидите так близко, это просто что-то с чем-то.
Охренеть, у меня аж в глазах блики от того, как ярко это было. Вот это реально одна из вещей охуенных. Да, ну видишь, она по такой траектории полетела. Это просто офигеть, это такое чувство прикольное, даже я не ожидал, что оно будет. Ну, типа, это просто же ракета. Блин, вообще. Слушай. Офигенно вообще. Не зря мы мерзли. Не зря мы это испытывали. Мы посмотрели старый разбитый космический корабль. Мы посмотрели, как запускают ракету в космос с космонавтами. Это того стоило определенно. Определенно того стоило. Да, Макс? Да, вообще. Такое ощущение, как будто не летит она наверх, да, а в бок. Да, так она, наверное, так и летит. Были свидетелями запуска. Если мы вот так обогнем его, то в принципе наша задача будет обойти вот это помещение. И потом, в принципе, вот так мы можем идти спокойно по вот этой дороге. Ага. Вдоль всяких этих объектов. Почему? Потому что тут уже как бы не критично. То есть мы вот сюда обошли. Здесь только будет пару местах помещения. Вот, но в случае, если вдруг мы не сможем уже доходить, то мы всегда сможем вильнуть и уже попросить здесь помощи. А если переночевать, типа в 6 утра встать или в 4 утра? Не знаю, толку от этого. Чтобы потом днем просто идти. Да. Ну хорошо, а вдруг мы настынем, за ночь не прогреемся и выйдем в 6 утра в самый холод? Вообще я, наверное, за то, чтобы идти сегодня. Мне кажется, я тоже лучше бы рискнуть сейчас, пойти. Сейчас в 6 часов начнется сумерки. Слышишь? Подожди. Это не вертолет? Это было просто что-то бесподобное. Это эмоции. На самом деле, так круто. Лицезреть. Эта мысль, она взлетела и полетела. Это просто супер. Охренеть. Макс, это было так круто. Это вообще просто нереально. Это охрененные эмоции, охрененные чувства. Увидеть такое, это бесподобно. Просто нет слов. Вот. Это шикарно. Это круто. Это пиздец. Сука, она улетела в космос. Да. Сознание этого. Это пиздец. Сейчас темнеет. Уже начинает холодать. Сейчас темнеет, еще будет холоднее. Но зато у нас будет шанс выйти незамеченными. Да. Все. Мы собрали вещи. Уже стемнело. И мы сейчас выходим в степь. Попытаемся дойти. Сейчас обратимся. Покидаем ангар, вот он огромный, на фоне заката. Пока-пока. Надеюсь, мы найдем. Как ты, Макс? Блин, да как-то не очень. Мы ворвались на нашу конспиративную квартиру. Только что был какой-то шпионский боевик, потому что последние 5 километров мы шли еле-еле, и наш конспиративный знакомый, который нам помогал здесь в самом городе Байконуре, он, короче, такой: я буду суперменом, я вам помогу.
И он это, в общем, прорвался через КПП, объехал там по степи и подъехал на машине. В общем, он остановился на дороге, там на асфальтовой. Вот, пока мы бежали к его машине, он делал вид, что там меняет колеса, что типа у него проблемы с колесами, ну, чтобы никто не докопался. И мы, короче, как настоящие шпионы, он такой, подбегаем к машине, короче, кидаем рюкзаки в тачку, такие закидываемся. Он по газам, короче, рвет, мы едем, точнее, он ведет тачку, едет, а мы сидим такие, блядь, наконец-то не пешком. Вот, сворачивает в степь, и мы по степи, короче, хорошо, что это был джип такой классный, и мы по степи выехали на трассу, я не знаю, мы пока сидели, вот мы сейчас вышли из машины, и мы еле дошли, короче, только что по лестнице, еле поднялись, я не знаю, как мы дошли последние 5 км.